Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусный зефир на соке. Это настолько простой и быстрый рецепт, что этот зефир можно готовить хоть каждый день к чаю без особых усилий. Нам даже не понадобится запекать яблоки и готовить специальное яблочное пюре, что просто делает этот рецепт очень привлекательным для всех, кто ценит свое время. А поскольку зефир моментально стабилизируется, то его можно приготовить даже когда уже гости дома, а к чаю ничего нет. Зефир настолько вкусный и нежный, что я советую сохранить его как один из лучших вариантов сладких изделий в категории простые и вкусные десерты без лактозы. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности мерных значений по продуктам смотрите в рекомендации, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. В белки добавляю сахар, взбиваю на средних оборотах миксера до получения стабильной и плотной меренги. Вот такая плотная меренга, которая стабильно держится на лопастях миксера, получилась. В сахар всыпаю агар-агар и перемешиваю. Добавляю сухие ингредиенты в яблочный сок и включаю средний огонь. Непрерывно помешиваю ингредиенты, чтобы сухая смесь основательно растворилась в яблочном сиропе. Как только яблочный сироп закипел, активно его мешаю в течение 3-4 минут, чтобы агар-агар заработал. Не прерывая взбивания, вливаю горячий сироп во взбитую меренгу. Готовим по такому же принципу, что и белково-заварной крем, только в данном случае вместо желатина используется агар-агар, который начинает застывать уже при комнатной температуре, а потому необходимо работать быстро и в темпе. Взбиваю меренгу на высоких оборотах миксера в течение 3 минут. Консистенция зефирной основы не должна быть плотной, как на БЗК или на маршмеллоу. Правильное суфле не должно быть слишком плотное, а спадать с гусками при поднятии его венчиками миксера. Готовое суфле сразу перекладываю в заранее подготовленные 2 кондитерских мешка с насадками. Если вы будете медлить, суфле на агар-агаре уплотнится уже в самом мешке, и форма при выдавливании будет неоднородная. Формирую классические формы из зефирного суфле. Насадкой открытая звезда. Дополнительно обсыпаю зефир сахарной пудрой. Зефир стабилизируется при комнатной температуре в течение 30 минут, после чего его можно скрепить и подавать к столу. Это не только быстрый и простой рецепт зефира, который стабильно держит форму и при этом получается очень пружинистым, но это еще и очень вкусный десерт к чаю или сладкому кэнди-бару. Особенно такие нежирные пирожные нравятся детям. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.